Когда мы слышим слово «Франкфурт», у многих сразу возникают стереотипы: сосиски, аэропорт и скучный финансовый центр. Но на самом деле этот город совсем другой. Представьте, небоскребы, как в Нью-Йорке, и старинные немецкие домики с деревянными балками бок о бок на одной улице. В этом видео вы узнаете то, чего точно не ожидали от Франкфурта и Германии. Правда ли, что на автобанах можно ехать 200 км в час, и это законно? Почему Франкфурт прозвали Манхэттен, и какой напиток здесь любят больше пива? Сколько литров пива в среднем выпивает немец за год, и почему за собаку нужно платить налог, а за кошку нет? Что скрывает старый город, где проходили коронации императоров? Чем Европа-парк удивил нас больше, чем токийский Диснейленд, и что можно увидеть в музее BMW в Мюнхене, от первых мотоциклов до машин будущего? Друзья, буду очень благодарна за вашу поддержку. Каждый ваш лайк, комментарий и подписка помогают этому видео попасть к новым зрителям и вдохновляют меня делать для вас еще больше интересных роликов. Этим летом мы с семьей решили отправиться в путешествие по Европе. Как бы я не любила Японию, но вот лето в Токио — это настоящее испытание. Жарко, душно, иногда просто невозможно находиться на улице. Поэтому мы решили изучить новые места с более комфортным климатом. Ждите на моем канале серию видео из разных уголков Европы. Наше приключение началось во Франкфурте, где мы, кстати, арендовали небольшой автодом. Для нас это был новый и очень интересный опыт. Ну что ж, погнали смотреть, чем смог удивить нас Франкфурт. Для начала хочу поделиться с вами очень странными и необычными местными правилами, которые действительно удивляют. Например, во Франкфурте, как и по всей Германии, есть специальный налог на собаку. Да-да, за то, чтобы держать четвероногого друга, хозяин обязан платить городу. Сумма зависит от региона, но в среднем это около 90-150 евро в год за одну собаку. А вот за кошек платить не нужно. Почему так, спросите вы? Считается, что именно собаки сильнее влияют на общественное пространство. Они гуляют во дворах, в парках, оставляют за собой следы. В Германии нельзя дать ребенку абсолютно любое имя. Оно должно четко указывать на пол и не быть унизительным или нелепым. Если имя вызывает сомнения, его проверяют специальной комиссией при ЗАГСе. Каждое домохозяйство обязано платить налог за телевидение и радио, даже если телевизора нет. Сейчас это около 18 евро в месяц. Деньги идут на финансирование государственных каналов и радиостанций. Даже в Германии мы нашли сходство с Японией. Например, в Японии завести и содержать собаку тоже непросто. Все очень строго. Питомца обязательно нужно регистрировать и каждый год делать прививку от бешенства. Пропускать нельзя, это считается нарушением закона. С именами у детей тоже есть параллели. С 2025 года ввелось новое правило. При регистрации обязательно нужно указывать, как именно читается имя, и оно должно быть одобрено. А вы замечаете еще параллели между Германией и Японией? Может, Франкфурт напомнил вам Токио, Осаку или вообще другой город мира? Напишите в комментариях, очень интересно узнать ваше мнение. Город также прозвали Манхэттен, так как он стоит на реке Майн и по своим высоткам очень напоминает Манхэттен. Это единственный город Германии, где у тебя за спиной может стоять церковь 14 века, а перед тобой зеркальный такой, знаете, небоскреб. И все это в радиусе нескольких минут ходьбы. Франкфурт – это сердце европейских финансов. Здесь находится Европейский центральный банк, та самая организация, которая отвечает за евро. Один документ, подписанный здесь, влияет на цены по всей Европе. От ипотеки в Италии до стоимости покупок в супермаркете во Франции. Здесь умудряются уживаться и бизнес-акулы, и студенты, и туристы, которые приезжают ради колбасок и яблочного сидра. Кстати, да, здесь напиток номер 1 вовсе не пиво, а яблочный сидр. Его подают в тяжелых серых кувшинах и пьют из толстых стаканов с узорами. Настолько культовый напиток, что в городе даже есть целые улицы, посвященные сидровым тавернам. А еще именно во Франкфурте проходит крупнейшая в мире книжная ярмарка. Она проводится уже более 500 лет, и сюда съезжаются издатели, писатели и читатели со всего света. Когда гуляете по городу в это время, кажется, что каждая витрина, каждый плакат напоминают о книгах. Целый город превращается в праздник литературы. Это еще и родина одного из самых известных немецких писателей Гёте. Его дом здесь сохранили как музей. Если вы зайдете вовнутрь, то буквально увидите, в какой атмосфере рос будущий гений. Нельзя не
упомянуть аэропорт Франкфурта. Это не просто транспортный узел, это целый город в городе. По размеру его можно сравнить с маленьким государством. Магазины, отели, офисы, десятки тысяч рабочих мест. Многие местные шутят, что живут не во Франкфурте, а при аэропорте. Франкфурт умеет веселиться. Каждый год здесь проходит знаменитый фестиваль колбасок. Представьте, улицы, где десятки лавок соревнуются, у кого колбаски вкуснее и ароматней. Запах жареного мяса стоит над площадью, и вы буквально теряетесь между десятками видов сосисок, приправ и соусов. Для немцев это не просто еда, а часть культуры. Если вы хотите понять историю города, стоит отправиться в старый город – Рёмерберг. Он выглядит как сказочная декорация. Аккуратные домики, мощеная площадь, ратуша. Возможно, вы не поверите, но почти весь старый город Франкфурта – это реконструкция. Во Вторую мировую войну здесь практически не осталось ни одного здания. И лишь десятилетия спустя город принял решение восстановить сердце Франкфурта. Именно здесь проходили коронации немецких императоров. Там, где сегодня туристы пьют кофе и делают селфи, когда-то народ приветствовал новых правителей Священной Римской империи. Здесь говорят на 180 языках. И Франкфурт – это самый многонациональный город Германии. Каждый третий житель, он не родился в этой стране. И знаете, что самое удивительное? На одной улице вы можете встретить турецкую булочную, ирландскую кофейню, в общем, корейский салон красоты и лавку, где продают африканские специи. А если спуститься в метро, то можно услышать больше английского, нежели немецкого. У местных жителей есть своя особая гордость – местный диалект и кухня. Например, здесь популярно блюдо «зеленый соус» – смесь из свежих трав, которую подают с картошкой и яйцами. Для франкфуртцев это почти национальное достояние, а для приезжих часто звучит и выглядит очень необычно. В среднем немец съедает примерно 50-60 килограммов мяса в год и выпивает примерно 88 литров пива, но этот показатель с каждым годом уменьшается. Для сравнения, 10 лет назад один местный житель выпивал около 100 литров за год. Франкфурт – один из самых дорогих городов Германии. Местные смеются, что за вид на небоскребы приходится платить отдельно. Аренда квартиры в среднем обойдется примерно в 1200-1500 евро в месяц за однокомнатное жилье. Если хотите что-то побольше или ближе к центру, готовьтесь к цифрам в районе 2000 евро и выше. Поужинать в обычном заведении вдвоем стоит около 40-60 евро. Если выбрать ресторан посолидней, сумма легко перевалит за 100. Тем не менее, высокая стоимость оправдывается тем, что во Франкфурте действительно есть все. Работу найти проще, чем в других регионах, а зарплаты тут выше средних по стране. В итоге город остается дорогим, но привлекательным для тех, кто готов к жизни в ритме большого мегаполиса. Но чтобы почувствовать себя своим во Франкфурте, нужно знать и о местных правилах. Немцы обожают порядок и законы, и тут есть нюансы, которые могут удивить туриста. Начнем с дорог. Германия знаменита своими автобанами, где на некоторых участках нет ограничения скорости. Теоретически вы можете ехать хоть 200 км в час, но есть одно «но». Официально рекомендованная скорость 130 км в час, и если вдруг произойдет авария, а вы ехали быстрее, страховая компания может решить, что часть вины лежит на вас. Так что лучше не слишком увлекаться. В центре Франкфурта найти парковочное место – это настоящая головоломка. Даже если повезет, за час парковки легко можно заплатить 2-3 евро. А в отелях цена доходит и до 30, поэтому многие предпочитают оставлять машину на пригородных стоянках и добираться в центр на метро. В Германии действуют тихие часы с 10 вечера до 7 утра, а также в воскресенье шуметь вообще запрещено. Даже громкая музыка или работа пылесоса могут стать поводом для жалобы от соседей. Существует также тихий час, днем примерно с часу до 3. Так что если вы снимаете жилье во Франкфурте, лучше соблюдать эти правила, чтобы не оказаться в неловкой ситуации. Казалось бы, Франкфурт – город банков и технологий, но несмотря на это, наличка здесь все еще нужна. Да, карты принимают почти везде, но на рынках и в киосках или маленьких кафе могут попросить оплатить именно наличными. Так что лучше всегда иметь в кошельке немного евро на всякий случай. Также мы неоднократно сталкивались с ситуацией, когда хочешь воспользоваться туалетом, и он только за наличные, поэтому тоже имейте в виду, чтобы у вас были монетки, не купюры, а монетки, потому что иначе вам придется или терпеть, или искать другое место, где принимается оплата картой. Магазины по воскресеньям закрыты. Практически весь город в этот день замирает. Работают только некоторые кафе, рестораны, заправки и редкие киоски. Поэтому продукты нужно покупать заранее. Вот что бывает, когда в Европе решаешь в воскресенье, вернее, забываешь, что ты в Европе, и попытаешься зайти в торговый центр. Не попадаешь никак, потому что все не работает, к сожалению.
Вы знаете, вот я в Японии такого, честно, не представляю, потому что в Японии, да, она уже нас разбаловала тем, что есть комбини, они круглосуточные, ты можешь не думать о том, что ты можешь прилететь вот с самолета, и тебе не будет чего покушать. Мы полдня вот самолета, я уже такая уставшая, ходим в поисках еды. Еды нигде нет, все магазины закрыты, то есть везде надпись «закрыто». А почему? Потому что воскресенье в Европе, то есть как бы нигде нельзя поесть. То есть мы были в Макдональдсе, да, ну как бы я не люблю Макдак, там ничего полезного нет для здоровья, но пришлось там поесть. А нам там не дали трубочку, то есть ты покупаешь колу, просишь трубочку, говорят, не положено. Мы обошли уже 3-ю заправку, вот, нашли хотя бы что-нибудь, там какой-то сэндвич купить, чтобы голодными не быть, и попросили у продавщицы пакет. Она говорит, нет пакета. А мы говорим, ну как нести продукты? Ну нет пакетов, и не знаю, через 10-ю попытку мы вот такой пакет ты в обнимку несешь, и реально вот я уже скучаю по Японии. В супермаркетах вы часто увидите автоматы для сдачи бутылок. Дело в том, что почти на каждую пластиковую или стеклянную бутылку действует депозит. Вы платите за нее чуть дороже, а потом возвращаете в автомат и получаете деньги обратно. Немцы этим гордятся. Переработка у них работает идеально. Немцы сортируют все – бумагу, пластик, биоотходы, стекло. И если вы, например, снимаете квартиру, то от вас тоже будут этого ждать. Находимся в супермаркете в Германии. Смотрите, зачем столько пиц. Вот целый отдел с пиццами. Вот надпись «пицца». Потом вот еще целый вот холодильник, вернее, с пиццами. Вот еще целый холодильник с пиццами. Смотрите, просто и еще. Я в шоке от того, сколько их. Не знаю, складывается ощущение, что люди только пиццами питаются, потому что реально невероятное количество их просто. И смотрите, и вот еще много и много. Вот, посмотрите. Оба, вот. В отличие от многих стран, здесь можно спокойно выпить пиво в парке или на площади, и это абсолютно легально. Но важно помнить про культуру. Никто не одобрит, если вы будете вести себя слишком шумно или некультурно. Вообще, изначально мы планировали посетить в Германии только Франкфурт, но так совпало, что у моей дочки был день рождения, и мы решили отметить его как-то особенно. Стали искать парк развлечений, и выбор пал на Европа-парк. Он находится в местечке Руст, примерно в 2 часах езды от Франкфурта. Мы поселились прямо в отеле при парке, и это оказалось прям очень удобно, потому что в проживание сразу входили билеты на 2 дня в сам парк со скидкой и еще целый день в соседний аквапарк. Европа-парк реально нас впечатлил. Это 2-й по посещаемости парк развлечений в Европе после парижского Диснейленда. Территория огромная, около 100 гектаров. Здесь больше 100 аттракционов, из них 13 американских горок. И самое интересное, парк разделен на зоны, каждая из которых стилизирована под определенную страну Европы. Можно прогуляться по Франции, Италии, Швейцарии или Греции, попробовать еду из этих стран, посмотреть шоу и почувствовать атмосферу. Кроме аттракционов, в парке проходят разные представления, от акробатических шоу до постановок для детей. Все сделано очень красочно, с вниманием к деталям. Атмосфера праздника ощущается в каждой зоне. Если сравнивать с токийским Диснейлендом, то ощущения очень разные. В Японии все действительно сказочно, там чувствуешь себя героем мультфильма, и это потрясающе, но в Диснейленде есть один огромный минус – очереди. Я не раз говорила на своем канале, в токийском Диснейленде просто нереально прокатиться за один день даже на половине аттракционов. Очереди по часу или даже 2 часа. Это нормальная ситуация. Там есть система фаст-тикетов, но она работает только на ограниченное количество аттракционов и по зонам. Так что сильно ситуацию она не спасает. В Европа-парк все оказалось намного комфортнее. Да, людей много, но мы спокойно успели покататься на аттракционах, особо как-то не стоя в очередях. Пишите в комментариях, какой парк аттракционов вы бы рекомендовали посетить. Рядом с Европа-парком находится большой аквапарк Рулантика. Там десятки горок, бассейнов, саун. Есть огромный подогреваемый бассейн на улице. Для детей это настоящий рай. Столько развлечений на воде, что глаза разбегаются. И после дня на американских горках провести еще один день в аквапарке – это просто идеально, особенно летом. После этого из Германии мы переезжали дальше, а куда именно, вы узнаете уже в следующем видео о нашем путешествии по Европе. Но все же не могу не рассказать, что и начиналась, и заканчивалась наша европейская
европейское приключение во Франкфурте. Именно здесь мы арендовали автодом, и сюда же его нужно было вернуть в конце поездки. И пока мы возвращались во Франкфурт, мы сделали еще одну остановку в Мюнхене, чтобы заглянуть в знаменитый музей BMW. Музей сам по себе очень необычный. Здание выглядит современно и ярко, внутри можно увидеть всю историю компании. Сначала самые первые мотоциклы, затем старинные автомобили, которые выпускались почти 100 лет назад. Дальше идут спортивные модели, которые когда-то участвовали в гонках, и даже целый зал, посвященный будущему машин. Электрокары, концепт-кары, которые пока еще не выпускаются, но уже показывают, как будет выглядеть транспорт завтрашнего дня. Интересно, что BMW начинала не с машин, а с авиации. В музее есть даже старые самолетные двигатели. А потом компания перешла на автомобили. Франкфурт как пазл, где каждый элемент из другой эпохи, другой страны, другой культуры. Он ломает стереотипы, но делает это красиво. Вот такой вот он, неожиданный Франкфурт. А вы, пожалуйста, поставьте лайк за это видео, подпишитесь на канал, пишите свои комментарии и до встречи в новых роликах. Пока!